Что если идеальная семья, чего это просто идеальная маска? Соседи называли их образцовыми, дети учились на отлично, муж возглавлял благотворительный фонд, пока один случайный чек из супермаркета не разрушил все за 24 часа. То, что нашли в подвале этого дома, навсегда изменило определение слова «семья». Семья Харламовых жила в тихом пригороде Екатеринбурга. Отец Андрей, большой директор фонда помощи детям-сиротам. Двухэтажный дом с белым забором, двое детей, лабрадор по кличке Мать Марина, учительница начальных классов с 20-летним стажем. Каждое воскресенье церковь, каждое лето волонтерский лагерь. Местная газета писала о них трижды. Никто не знал, что за белым забором 6 лет существовала система, которую сам Андрей называл дисциплиной. Соседка с правой стороны говорила журналистам: «Я бы хотела, чтобы мои дети выросли такими же». Полиция назвала ее иначе. Чек из супермаркета нашла кассир Оксана Демина, женщина 42 лет, проработавшая в магазине «Пятерочка» на улице Щорса 11 лет. Она бы выбросила его, если бы не увидела список покупок. 7 упаковок веревки, 4 замка навесных. 23 марта 2019 она убирала брошенные корзины у кассы и подняла с пола чужой хлорид натрия в промышленной фасовке. Таблетки снотворного, 3 упаковки по 30 штук. И внизу детское питание. 2 вида. Для детей от 6 месяцев. Оксана запомнила покупать. Мужчина лет 45, аккуратно одетый, вежливый. Расплатился картой. Оксана пробила карту через служебный терминал. Имя на карте значилось Харламов Андрей Викторович. Оксана согласилась, но ночью не спала. На следующий день она позвонила на горячую линию МВД. Дежурный записал данные и пообещал передать участковому. Она не сразу пошла в полицию. Сначала рассказала подруге. Подруга сказала, что это, наверное, для дачи. Участковый Геннадий Ромашов получил сообщение через 2 суток. Он знал семью Харламовых лично. Андрей жертвовал деньги на новогоднюю елку для детей из малоимущих семей уже 3 года подряд. Ромашов решил проверить формально посты, просто чтобы закрыть заявку. Он позвонил в дверь в пятницу, 29 марта, около 11 утра. Дверь открыла Марина. Улыбнулась. Пригласила войти. В доме пахло пирогами. На стене в коридоре висели детские рисунки в рамках. Ромашов спросил про покупки. Максимально осторожно, почти извиняясь. Марина объяснила: веревки для беседки на даче, замки для сарая, снотворное, у нее хроническая бессонница, есть рецепт. Ромашов уже собирался уходить, когда услышал звук, слабый, приглушенный откуда-то снизу. Он остановился. Детское питание для племянницы сестры. Та недавно родила. Все логично. Все спокойно. Марина не изменилась в лице. Сказала: трубы, старый дом, зимой всегда так шумит. Ромашов кивнул и вышел. В машине он сидел 10 минут, не заводя двигатель. Потом достал телефон и позвонил в отдел. Оперативная группа приехала через 40 минут с ордером на осмотр, выписанным по ускоренной процедуре. Следователь Вера Коломийцева подписала его за 18 минут, что по меркам районного суда было рекордом. Харламовы открыли дверь без сопротивления. Андрей стоял в прихожей с абсолютно спокойным лицом и предложил чай. Дверь в подвал была заперта на 2 замка. Новых, купленных 3 недели назад. Андрей сказал, что ключ потерял. Слесарь вскрыл замки за 4 минуты. Подвал был чистым. Это первое, что отметила следователь Коломийцева в своем протоколе. То, что увидели внутри, не совпадало ни с одной версией, которую успели выдвинуть за 40 минут дороги. Просто убранным, стерильно чистым. Бетонный пол вымыт до блеска, стены побелены, вдоль правой стены стеллажи с аккуратно подписанными банками консерв. Слева раскладушка с застеленным одеялом. На маленьком столике детские книги, сложенные в ровную стопку. Букварь сверху. Звук, который услышал Ромашов, издавал обогреватель. Немецкий, дорогой, с таймером. Он работал по расписанию. Включался в 7 утра, выключался в 10 вечера. Расписание было написано от руки и приклеено к стене скотчем. Рядом листок с распорядком дня. В подвале никого не было. Но детское питание в холодильнике на кухне оказалось открытым, до одна упаковка, початая 3-4 дня назад, судя по дате на крышке. Подъем в 7, завтрак в 7:30, чтение с 8 до 10, прогулка. Лабораторная экспертиза позже установит. Питание употреблял ребенок в возрасте от 8 до 14 месяцев. У Харламовых было 2 детей. Егор, 13 лет, и Полина, 1. Никакой племянницы с младенцем у сестры Марины не существовало. Сестра жила в Новосибирске, была не замужем и не имела детей. Это установили за 20 минут одним телефонным звонком. Андрея и Марину задержали в тот же день. На допросе оба молчали первые 4 часа. Потом Марина попросила воды, выпила стаканами и сказала одну фразу: «Мы ее спасаем». Больше она не произнесла ничего до появления адвоката. Егор и Полина находились в школе в момент обыска. Их забрали прямо с уроков 2 сотрудников опеки и школьный психолог. Егор не задал ни одного вопроса. Полина спросила только одно: «Вы нашли Машу?» Маша, имя которого не было ни в одном документе семьи Харламов. Следователь Коломийцева вернулась в подвал и осмотрела его повторно, уже с криминалистом. За стеллажом с консервами обнаружили узкую дверь, заложенную кирпичом с внешней стороны. Кирпичная кладка была свежей, не старше 3-4 месяцев, раствор еще не успел набрать полную твердость.
За дверью оказалась вторая комната, примерно 8 квадратных метров. В ней стояла детская кроватка, пластиковый горшок, и на полу лежал потрепанный плюшевый медведь с оторванным ухом. Комната была пустой, но теплый отдельный обогреватель, тоже с таймером, работал по тому же расписанию. Криминалист взял образцы с пола и кроватки. Анализ ДНК занял 72 часа. Результат подтвердил. В комнате находился ребенок возрастом около года. Последний раз не более 5 дней назад. Ребенок исчез до прихода полиции. Кто-то вывез его заранее, или Харламовы знали о визите Ромашова и успели действовать за те двое суток, пока заявка шла от дежурного к участковому. Поиск начался немедленно. Ориентировка на ребенка женского пола, примерно 1 года, имя предположительно Маша. Ни свидетельства о рождении, ни медицинских документов, ни записи в роддоме, ничего, что указывало бы на существование этого ребенка в официальных базах данных. Опросы соседей начались в тот же вечер. Следователь Коломийцева лично обошла 8 домов на улице Садовой. Картина, которая сложилась из показаний, оказалась неожиданной. Не потому, что соседи ничего не видели, а потому, что видели многое, но не придавали этому значения. Нина Аркадьевна Стрельцова, пенсионерка, 68 лет, жившая через дорогу, рассказала следующее. Примерно 8 месяцев назад, поздно вечером, она видела, как к дому Харламовых подъехала темная машина без номеров. Двое мужчин вынесли из багажника что-то завернутое в одеяло. Нина Аркадьевна решила, что это мебель. Она не позвонила в полицию, потому что, по ее словам, Харламовы такие приличные люди. Сосед слева, Руслан Байков, 37 лет, механик, сообщил другое. Несколько раз ночью он слышал детский плач из направления дома Харламовых. Негромкий, быстро затихающий. Руслан решил, что у них гостит родственница с младенцем. Он не уточнял. Харламовы никогда не производили впечатления людей, которым задают вопрос. Учительница Полины Зинаида Ефимовна Крюкова на следующий день сообщила детали, которые следствие не запрашивало. Полина 3 месяца назад написала сочинение на свободную тему. Тема, которую она выбрала сама — «Моя семья». В сочинении было предложение: «У нас дома живет маленькая девочка, но об этом нельзя говорить». Зинаида Ефимовна сочла это детской фантазией и не сообщила родителям, то есть именно Харламову. Тетрадь сохранилась. Коломийцева изъяла ее в качестве вещественного доказательства. Егор на допросе с психологом молчал 40 минут. Потом начал говорить. Ровно, без эмоций, как будто пересказывал чужую историю. Машу привезли примерно год назад. Родители объяснили детям, что она нуждается в помощи и что государство не может ей помочь так, как они. Егору и Полине запретили рассказывать о ней кому-либо. Запрет был сформулирован четко. Если кто-то узнает, Машу заберут, и она умрет. Егор верил в это до последнего дня. Полина на допросе плакала. Она любила Машу. Кормила ее по утрам, пока родители были на работе. Учила ее произносить первые слова. Первое слово, которое сказала Маша — «по», сокращенное от Полины. Полина рассказала, что 4 дня назад, в воскресенье утром, отец сказал, что Машу нужно временно перевести к друзьям. Полина спросила, куда. Отец не ответил. Параллельно с допросами оперативники проверяли окружение Андрея Харламова. Его благотворительный фонд «Светлый путь» существовал 6 лет, имел официальную регистрацию и счет в банке. За 6 лет через фонд прошло около 8 миллионов рублей пожертвований. Фонд официально занимался помощью детям из неблагополучных семей. Организовывал лагеря, собирал одежду, платил за лечение. Все это было реальным и задокументированным. Но финансовый аналитик, подключенный к делу на 3-й день, обнаружил второй поток. Небольшие суммы, от 15 до 40 тысяч рублей, регулярно поступали на счет фонда от физических лиц с пометкой «Целевое пожертвование». Всего таких транзакций за 3 года насчитали 27. Отправители не были связаны между собой публично. Но у 7 из них при проверке нашлось кое-что общее. Все они в разное время были клиентами одного и того же юридического агентства, специализировавшегося на усыновлении. Агентство называлось «Семейный очаг» и располагалось в соседнем районе. Его директор Павел Зубков, 51 год, был задержан на 5-й день расследования. При обыске в его офисе нашли папку с фотографиями детей. Среди них была фотография девочки примерно 1 года. На обороте карандашом написано: «Маша готов». Павел Зубков отказался от адвоката в первые 2 часа допроса, что следователи расценили не как уверенность, а как попытку контролировать объем информации, которую услышат третьи лица. Он говорил спокойно, выбирал слова аккуратно и с самого начала использовал одну формулировку: частное посредничество в вопросах опеки. Не торговля детьми, не незаконное усыновление. Посредничество. По его версии, схема выглядела следующим образом. Семьи, которые не могли пройти официальную процедуру усыновления из-за судимостей, возраста, жилищных условий или просто из-за многолетних очередей, обращались к нему. Он находил детей из неблагополучных семей, чьи родители были готовы отказаться от обязательств за деньги. Деньги шли через благотворительные фонды как пожертвования. Дети передавались без документов, без регистрации, без медицинских карт. Новые семьи получали ребенка. Зубков получал комиссию. Биологические родители получали от 50 до 150 тысяч рублей наличных. Маша появилась в этой схеме 9 месяцев назад. Ее биологическая мать Светлана Горева, 23 года, город Первоуральск.
продала дочь через Зубкова за 80 тысяч рублей. На момент сделки девочке было 3 месяца. Светлану нашли на 6-й день расследования. Она жила в съемной комнате, работала на складе и поначалу отрицала все. Сломалась на очной ставке с фотографией Маши. Заплакала и подтвердила каждую деталь. Андрей Харламов, по версии следствия, не был случайным клиентом Зубкова. Они познакомились 4 года назад на конференции по вопросам детской опеки, куда Андрей приехал как представитель своего фонда. Зубков тогда выступал с докладом о несовершенстве государственной системы усыновления. И этот доклад собрал аплодисменты зала. После конференции они обменялись контактами. Через год Харламов перевел на счет агентства первый платеж. Телефонная переписка между Харламовым и Зубковым, восстановленная техническим отделом, охватывала 3 года. Из нее следовало, что Маша была не первым ребенком, прошедшим через дом на улице Садовой. За 3 года до нее там находились еще 2 детей, мальчик и девочка. Оба были переданы дальше, другим семьям из сети Зубкова. В переписке дети не назывались имена. Использовалось слово «посылка». Сеть оказалась шире, чем предполагало первоначальное расследование. Из 27 транзакций, выявленных финансовым аналитиком, 18 удалось связать с конкретными случаями передачи детей. Это означало минимум 18 детей за 3 года. Без документов, без медицинского наблюдения, без какой-либо государственной регистрации. Реальная цифра, по оценке следствия, была выше. Не все транзакции удалось отследить, часть расчетов велась наличными. Марина Харламова заговорила на 8-й день после задержания. Без адвоката, по собственной инициативе, в 6 утра. Дежурный следователь едва успел включить запись. Марина говорила 40 минут без остановки. Она описывала Машу, как та смеялась, как тянулась к свету, как засыпала, только если держать ее за руку. Марина плакала. Она говорила, что они с Андреем не могли иметь детей после Полины. Осложнение природы. Что официальное усыновление им отказали 3 из-за возраста Андрея. Что Зубков казался единственным выходом. Что она знала, что это незаконно, но не считала это преступлением. Следователь задала один вопрос. Где сейчас Маша? Марина замолчала на 30 секунд. Потом назвала адрес. Адрес привел оперативников в дачный поселок Березовка. 20 километров от Екатеринбурга, грунтовая дорога, 83 участка, половина из которых пустовала с октября. Дом под номером 41 принадлежал Виктору Сомову, 60-летнему пенсионеру, бывшему сотруднику городского архива. Сомов числился в базе Зубкова как доверенный партнер. Это означало, что он несколько раз предоставлял свое жилье для временного размещения детей в период передачи между семьями. Оперативная группа выехала в 8 утра. Сомов открыл дверь сам в халате с кружкой чая. Не удивился. Сказал только: «Я знал, что вы приедете». Маша находилась в доме, в маленькой комнате на 2-м этаже, в кроватке, которую Сомов купил специально 3 дня назад. Девочка спала, рядом лежал новый плюшевый медведь с 2 ушами. Врач скорой помощи осмотрел Машу прямо на месте. Физическое состояние удовлетворительное. Следов насилия нет, вес и рост соответствуют возрасту. Единственная медицинская проблема – отсутствие плановых прививок за последние 6 месяцев, поскольку ребенок не существовал в государственной системе здравоохранения. Сомов на допросе не отпирался. Рассказал все подробно и в хронологическом порядке, как будто давно готовился к этому разговор. Он участвовал в схеме Зубкова 2 года. Лично через его дачу прошли 4 детей. Он никогда не спрашивал, откуда они и куда идут дальше. Говорил, что считал это помощью детям, которым не повезло с государством. На вопрос следователя, не казалось ли ему происходящее преступлением, Сомов ответил: казалось, но дети были живые и здоровые. Я решил, что это важнее. Маша была передана в государственное учреждение временного содержания в тот же день. Сотрудница опеки Татьяна Рыжова, принимавшая девочку, позже рассказала в интервью, что Маша не плакала при передаче, смотрела спокойно и держала в руке пластиковую ложку, с которой, судя по всему, не расставалась несколько дней. Пока Машу везли в учреждение, следственная группа разворачивала полную картину сети. К 10-му дню расследования число установленных участников достигло 14 человек в 3 городах: Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил. Среди них были 2 сотрудников органов опеки, 1 нотариус и врач районной поликлиники, который за отдельную плату оформлял медицинские справки на несуществующих детей. Андрей Харламов узнал, что Маша найдена в следственном изоляторе от своего адвоката. По словам адвоката, он не произнес ни слова, просто закрыл глаза и долго сидел неподвижно. Потом спросил одно: в порядке ли она? Адвокат сказал «да». Андрей кивнул и попросил принести бумагу и ручку. В тот же вечер он написал 18 страниц показаний от руки. Подробно, с датами, и именами, без единого исправления. Следователь Коломийцева назвала этот документ самым полным признательным показанием за свою 12-летнюю практику. Марину перевели в другой изолятор после того, как стало известно, что несколько задержанных участников сети находились в том же учреждении. На новом месте она попросила разрешения получать письма от Полины. Разрешение дали. Первое письмо Полина написала в тот же день, как узнала адрес. В конверте вместе с письмом лежал рисунок: дом, дерево, 4 фигуры и 1 маленькая. 5. Подпись внизу детским почерком: «Моя семья». Фонд
Светлый путь был ликвидирован по решению суда через 3 недели после начала расследования. Все счета заморожены. 8 миллионов рублей, прошедших через фонд за 6 лет, подлежали проверке на предмет отмывания. Дети, чьи передачи удалось задокументировать, разыскивались через базы данных органов опеки по всей Свердловской области. 13 из 18 установленных случаев закрылись быстро. Дети находились в семьях, живые и здоровые. По 5 расследование продолжалось. Когда история попала в местные новости, на 12-й день после задержания Харламовых, реакция района оказалась неожиданной. Ни возмущения, ни доверия. Соседка Нина Аркадьевна Стрельцова дала интервью телеканалу ТАП Урал Медиа прямо у своего забора. Она сказала: это какая-то ошибка, Андрей помогал всем, он мне крышу починил, в прошлом году денег не взял. Интервью набрало 40 тысяч просмотров за сутки. Комментарии делились поровну. Половина требовала максимального наказания, половина называла дело сфабрикованным. Родительский чат школы, где учились Егор и Полина, разделился на 2 лагеря в течение нескольких часов. Часть родителей писала, что Марина Харламова была лучшим учителем, которого видели их дети. Что она оставалась после уроков, объясняла материал повторно, покупала канцелярию для детей из бедных семей за свой счет. Что человек, который так работает, не может быть преступником. Другая часть родителей молчала. И это молчание было красноречивее любых слов. Директор школы Людмила Федоровна Кравцова отказалась от комментариев официально, но в частном разговоре с коллегой, который впоследствии был записан и передан журналистам, сказала следующее: «Я не знаю, что произошло в том доме, но Марина 20 лет отдала детям. Это невозможно сыграть». Защита Харламовых строила позицию именно на этом противоречии. Адвокат Андрея Дмитрий Верещагин в первом публичном заявлении использовал формулировку «трагическое заблуждение людей, которые хотели добра». Он настаивал на том, что Харламовы не осознавали криминального характера схемы, искренне считали себя спасителями ребенка и не причинили Маше никакого вреда. Физическое состояние девочки при обнаружении он называл главным аргументом защиты. Следствие парировало иначе. Прокурор Илья Садовников на предварительных слушаниях предъявил 3 факта. Первый. Андрей Харламов имел юридическое образование и не мог не понимать, что хранение ребенка без документов является уголовно наказуемым деянием. Второй. Замурованная комната в подвале свидетельствовала о намеренном сокрытии. Третий. Участие в финансовой схеме на протяжении 3 лет исключало версию о случайном заблуждении. Биологическая мать Маши, Светлана Горева, неожиданно стала центром отдельной общественной дискуссии. Часть журналистов писала о ней как о жертве бедности и системных сбоев социальной защиты. Другие называли ее соучастницей. Светлана не давала интервью. Ее адвокат сообщил только, что она сотрудничает со следствием в полном объеме. Оксана Демина, кассир, с чека которой началось все расследование, уволилась из «Пятерочки» через месяц после задержания Харламова. Не из-за давления, как написали некоторые издания. По ее собственным словам, она просто не могла больше стоять за той кассой. Каждый покупатель с детским питанием в корзине заставлял ее смотреть на чек дважды. Она нашла другую работу – администратором в детской поликлинике. На вопрос журналиста, не жалеет ли она о своем звонке в полицию, Оксана ответила коротко: «Я жалею, что не позвонила на день раньше». Егора и Полину Харламовых передали под опеку бабушки по материнской линии Зинаиды Петровны Харитоновой, 71 года, жившей в Екатеринбурге. Бабушка забрала детей молча, без заявлений прессы. Единственное, что она сказала сотруднице опеки при передаче: они ни в чем не виноваты. Сотрудница опеки это подтвердила. Оба ребенка прошли психологическую экспертизу, которая установила, что они не осознавали незаконности происходящего и не участвовали в сокрытии информации сознательно. Полина до последнего спрашивала про Машу. Психолог, работавший с ней, Ирина Смолякова, впоследствии написала в профессиональном журнале о этом деле, без имен, в обезличенном формате. Она описывала девочку, которая потеряла одновременно родителей, дом и маленького человека, которого успела полюбить, и которая при этом ни разу не сказала, что злится, только спрашивала: «С Машей все хорошо?» Ответ был «да». Но дать его Полине официально не мог никто. 5 детей, по которым расследование продолжалось, стали самой тяжелой частью дела. Их следы обрывались на разных этапах схемы Зубкова. Кто-то передавался через третьи руки, кто-то менял город. Один мальчик 2 лет фигурировал в переписке только под номером, без имени. Следственная группа работала по этим 5 случаям параллельно с основным процессом. 3 нашли в течение месяца. Все живые, все в семье. 4 девочка 3 лет из Нижнего Тагила. Обнаружилась в детском доме под чужим именем. Семья, которой ее передали, распалась через полгода. И ребенка сдали в учреждение, оформив как подкидыш. Настоящее имя девочки установили через анализ ДНК. 5 случай закрылся иначе. Мальчик, проходивший в документах Зубкова под номером, был передан в семью Горшковых из Верхней Пышмы. Муж и жена, оба около 50, детей не имеют. Когда оперативники приехали по адресу, соседи сообщили, что Горшковы уехали 8 месяцев назад. Куда это никто не знал. Квартира была сдана в аренду новым жильцам, которые ничего не знали о предыдущих хозяевах. Горшковых нашли через 3 месяца. В Краснодарском крае, в небольшом доме на окраине станицы. Мальчик был с ними. Ему исполнилось 3 года.
Он называл их мамой и папой. Эта деталь стала юридически самой сложной частью всего дела. Ребенок был жив, здоров и психологически привязан к людям, которые его воспитывали. Изъятие означало новую травму. Оставить означало легализовать результат преступной схемы. Суд рассматривал этот вопрос отдельно, 4 заседания подряд. Решение заняло 6 недель. Пока шли заседания по делу Горшковых, в основном процессе появились новые материалы, которые изменили квалификацию обвинений. Техническая экспертиза телефона Зубкова восстановила переписку, удаленную 2 года назад. В ней обнаружились контакты за пределами Свердловской области: Пермь, Тюмень, Челябинск. 3 имени, которые следствие до этого момента не разрабатывало. Один из этих контактов — мужчина по имени Артем Кислов, 44 года, Челябинск. При проверке оказался бывшим сотрудником регионального министерства социальной политики. Он уволился 3 года назад по собственному желанию. До увольнения курировал направление по защите прав детей. Кислов был задержан через неделю после обнаружения переписки. При обыске в его квартире нашли таблицу в распечатанном виде. 41 строка. Каждая с датой, городом, суммой и буквенным кодом. Эксперты потратили 2 недели на расшифровку кодов. Каждый код соответствовал ребенку. 41 ребенок за 5 лет. Это число появилось в материалах дела 22 октября и на следующий день стало известно журналистам. Реакция была немедленной. Пресс-конференция регионального следственного комитета собрала 32 представителя изданий. Рекорд для Екатеринбурга за последние 10 лет. Руководитель следственной группы Максим Орехов зачитал официальное заявление ровным голосом, без интонации, и на вопрос о том, все ли 41 ребенок найдены, ответил односложно: нет, не найдены были 7. По 7 случаям следы обрывались полностью. Дальше никаких адресов, никаких имен получателей, только даты и суммы в таблице Кислова. Самый ранний случай датировался 5 годами назад. Самый поздний — 7 месяцами до задержания Харламова. Зубков на очной ставке с таблицы Кислова впервые потерял самообладание. До этого момента он отвечал ровно и методично. Увидев таблицу, замолчал на 4 минуты. Потом сказал, что не знает, кто такой Кислов и что таблица не имеет к нему отношения. Следователь положил перед ним распечатку переписки. Зубков посмотрел на нее и попросил адвоката. Кислов, в отличие от Зубкова, заговорил быстро. Слишком быстро следователи расценили это как попытку управлять информацией. Он признал таблицу, но настаивал, что 7 потерянных детей были переданы семьям, которые сами вышли на него напрямую, минуя Зубкова. Имен этих семей он не помнил. Записей не сохранилось, по его словам. 7 детей оставались ненайденными на момент передачи дела в суд. Это число не изменилось к дате первого заседания. Суд начался в феврале. Через 10 месяцев после того, как Оксана Демина подняла с пола чужой чек у кассы на улице Щер. Андрею Харламову предъявили 4 статьи обвинения: незаконное лишение свободы, торговля людьми, укрывательство преступления и участие в организованной преступной группе. Марине — 3 без последней, Зубкову — 6, Кислову — 5. Всего перед судом предстали 11 человек. Процесс занял 7 месяцев. Андрей Харламов в финальном слове говорил 20 минут. Он не просил снисхождения. Описывал Машу. Так же, как до него Марина на том раннем допросе. Как она смеялась, как тянулась к свету. Сказал, что не считает себя чудовищем, но понимает, что это не имеет значения. Сказал, что единственное, о чем жалеет, не о том, что сделал, а о том, каким способом. Судья Ольга Тимофеева зачитывала приговор 2 часа 40 минут. Андрей Харламов получил 9 лет колонии общего режима. Марина — 5 лет условно с испытательным сроком и запретом на педагогическую деятельность пожизненно. Зубков — 12 лет строгого режима. Кислов — 11. Остальные участники сети получили от 3 до 8 лет в зависимости от степени участия. Сомов, державший Машу на даче, получил 3 года условно. Суд учел его полное сотрудничество со следствием и отсутствие судимости. Светлана Горева, биологическая мать Маши, была осуждена отдельным процессом. 2 года условно. Она не присутствовала на оглашении приговора. Была госпитализирована накануне с нервным срывом. Маша к моменту вынесения приговора находилась в системе опеки уже 10 месяцев. Документы на ее официальное усыновление подала семья из Екатеринбурга. Муж и жена. Оба врачи, 2 взрослых детей. Процедура заняла 4 месяца. Суд по делу об усыновлении прошел закрыто. Имя девочки в новых документах изменили. По просьбе новых родителей, которые хотели начать без груза этой истории. Какое имя они выбрали, не сообщалось. Шкова из Верхней Пышмы, семья, у которой забрали мальчика под номером из таблицы Кислова, подали апелляцию на решение суда об изъятии ребенка. Апелляцию отклонили. Мальчика передали в учреждение временного содержания. По последним данным, на момент завершения основного процесса его усыновление еще не было оформлено. 7 детей, чьи следы оборвались в таблице Кислова, так и не были найдены к дате вынесения приговора. Следственный комитет Свердловской области официально подтвердил, что розыск продолжает. Конкретных результатов объявлено не было. Участковый Геннадий Ромашов, который услышал звук в подвале и не ушел сразу к машине, получил ведомственную благодарность. Он отказался от интервью, сказал коллегам, что ему повезло, он просто не успел уйти достаточно быстро. Белый забор до дома на улице Садовой снесли новые владельцы через 3 месяца после того, как дом выставили на торги в счет возмещения ущерба. Поставили металлический, серый. Лабрадора графа забрала бабушка Зинаида Петровна вместе с Егором и Полиной. Полина в сентябре пошла в 7 класс.
Новая школа, новый район. Психолог Ирина Смолякова, продолжавшая с ней работать, отметила в своих записях одну деталь. На первом занятии в новой школе детей попросили написать на листке одно слово. То, которое для них важнее всего. Большинство написали «дружба», «счастье», «семья». Полина написала «правда». Вот ответ на вопрос, заданный в начале. Идеальная семья — это не та, в которой все выглядит правильно. Это та, в которой не нужно ничего прятать. Харламовы построили безупречный фасад и за ним спрятали все. Комнату, ребенка, себя. Фасад рухнул от одного чека на сумму 2340 рублей. Именно столько стоило то, что Андрей Харламов купил в супермаркете 23 марта. Веревки, замки, снотворное и детское питание. Кассир Оксана подняла чек с пола. И идеальная семья перестала существовать. За 24 часа, как и было сказано в самом начале.